Ворвемся. О, уже секьюрити. Антон, что ты от меня бегаешь зайцем? А что за мной ходишь хвостиком? Привет, это Орел и Решка «Чудеса света». Василиса... Это необычный выпуск «Орла и Решки». Это спецпроект «Орел и Решка неизданное». Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Все, что осталось за кадром. Все, что было вырезано цензурой. Мы покажем вам 50 минут чистого эксклюзива. Продолжение фильма «Мокрый оператор». Еще больше чудес. Еще больше Орла и Решки. Сейчас ваше сердце растает. Теперь ничего не страшно. Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Давай. Ключ! Ключ! Хозяин! Хозяин! Смирай, да! Этот сезон «Орел и Решка. Чудеса света» был не похож на предыдущие. Из-за пандемии путешествовать стало невероятно сложно. Каждый день все новые страны закрывали свои границы. Был риск того, что если наша группа вернется домой, всех посадят на 2-недельный карантин. И тогда прощай съемки. Поэтому мы решили не возвращаться и отправиться в непрерывное путешествие длиной почти 5 месяцев. А что ты делаешь? Ну, снимаю вроде, да? И, конечно, такое испытание могла выдержать только команда профессионалов. Мы с оператором Игорем и режиссером Ваней в джакузи. Мы так и познакомились. Полгода они вместе ели. Возьмем 2 ножки куриных. Левую и правую. И грудку. 2. Мандарин. Сладчий. А, нет, держи, ты его облизала. Да это он помокрел просто. Полгода все вместе ночевали. Саша, так как это все-таки настоящие пещеры, сюда может забежать любая животинка. И у нас появилась уникальная возможность наблюдать пещерного орка в его природной среде. Тихо, 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 тихо. Он ушел. Закидывайте его бабками, закидывайте баксами, он успокоится. Что бы ни случилось, мы всегда держимся вместе и проходим испытания бок о бок. На край водопада Виктория вместе. Продолжение фильма «Мокрый оператор». Смотрите только у нас. Если нужно нырять с акулами, то тоже вместе. Ну и Ваня с ними, класс. Ползти, лезть. Делаешь? Прыгать. Все вместе. Сань, я готова, ты? Я нет. Ну все, давай. Да ты достал уже, пацан! Конечно, когда полгода видишь одни и те же лица, хочется кого-то треснуть.
Хватит меня любить. Но спустя 5 месяцев наша команда вернулась и теперь просит называть ее не командой, а настоящей семьей. Саня в центр. Оператор, он как заботливая мама. Режиссер — это иногда строгий батя. Ау! Вань, ну прекращай! Будешь еще подводки путать? Буду. Будешь? Не буду! Давай так сделаем. Который и на пальцах объяснит, Нереально круто, за $45. Трансфер и вход во все национальные парки, проживание и питание. Давай. Короче. и если надо, мозги вправит. Вася, короче, это означает, что пытаешься подытожить. подытожить. Понимаешь? Создать смысл, а не подложите пустой звук. Ты там. А продюсер — это как старший брат, который всегда поможет. Надо поменять местами веревку и... В общем, вы поняли, это действительно команда мечты. Ребята, всем спасибо. Съемки окончены. Орел и решка. Чудеса света. Отлично. Отлично. Да, камера идет. «Чудеса света» — уникальный сезон. Он невозможен без красивых, эпичных кадров. В каждом выпуске мы стараемся придумать что-то новенькое, чтобы, глядя на новое чудо, вы прям ахнули от восторга. Наши экстремальные камеры GoPro не выключались сутками. Они ловили эмоции ведущих высоко в небе и в морских глубинах. Они снимали над пропастью Мужик, лови! и в свободном падении. Чтобы снять новые крутые кадры, мы буквально заглядывали в зубастые пасти крокодилам. Язык прикусил. Да. А в Южном Казахстане мы решили показать, как проходит орлиная охота, но так, как ее еще никто не видел. Глазами орла. Мы придумали специальный жилет, чтобы прикрепить камеру к беркуту. Не волнуйтесь, этот орел запросто поднимает 5-килограммового зайца, так что камера для него просто пушинка. Это было невероятно. Если бы мы раздавали награды, то Беркут стал бы одним из лучших операторов «Орла и решки». Конечно, у нас не всегда был под рукой ручной орел. Поэтому в погоне за красивыми кадрами чудес на помощь приходила наша вертолетная эскадрилья. Наши дроны облетели полмира. Они летали от холодных берегов Франции до самых жарких и диких земель Африки. А в эфиопских племенах коптеры вообще принимали за божество. В этом сезоне у нас появился настоящий истребитель. Юркий, сверхскоростной FPV-дрон, который разгоняется до рекордных 150 км в час. Он управляется при помощи очков виртуальной реальности. И именно благодаря таким современным гаджетам нам удалось буквально нырнуть в кипящую бездну водопада Виктория. Иногда наши дроны вели себя как камикадзе. Эта батарея села, типа, да? Но если бы не они,
мы бы с вами никогда не увидели, какими масштабными и величественными бывают чудеса света. Обалденно. Вершина. Здравствуйте. Мне нужен самый лучший номер в вашем отеле. We have our suite residential for 5,000 euros. Сколько? Хотя я так удивляюсь, будто первый раз шикую. Конечно, беру. Премиальная карта MasterCard знает мои запросы, а я знаю ее премиальные возможности. С ней я всегда получаю лучшее. Obrigado. Прям мочу. Прямо в ходе какашки. Ну ничего, мы потрем. Первый раз. Гоу! Съемки «Орла и решки. Чудеса света» происходят не в комфортных павильонах. Часто на съемках казалось, что против нас ополчилась сама природа. На озере Виктория в Уганде сначала нас накрыли тучи из миллиардов озерных мошек. Смотрите, что еще может случиться на озере Виктория. Вот эта красная туча, это совсем не туча, а полчища мух. И они летят все прямо на нас. Они облепляли всю одежду, залетали в глаза, уши, рот и нос. Их было так много, что становилось даже трудно дышать. Мухи меня достали уже! Господи, как... I don't understand how you so спокойный. Ощущение, что я весь в трупах. Их не видно просто. А, да? Ну вон они под тобой. Вслед за тучами мух нас накрыли дождевые тучи. Сейчас пытаемся перебраться с одной стороны озера на другую. Шансов мало. Но до этого нам как-то везло. Возможно, повезет и сегодня. Счастливый 2020 год. Спасибо тебе. «Орел и решка» снимается в жару и в холод. И не на курортах, а в таких странах, где приезжим вообще не рады. Больше всего мне запомнится история, от которой меня еще долго будет бросать в дрожь. Эта история произошла уже после съемок. Мы возвращались в отель в столицу Уганды, Кампалу, как вдруг попали в жесткую передрягу. Внезапно на улицах появились толпы агрессивных местных, а с ними и военные с оружием. Дороги оказались перегорожены баррикадами из горящих покрышек. Чтобы их проехать, нам пришлось пересесть на более юркие мотоциклы Бода-Бода. И вот тут все началось. Нам приходилось буквально перепрыгивать через горящие баррикады. Вообще непонятно, что происходит. Со всех сторон нас окружали люди, стали что-то кричать. На нервах я даже пытался там еще как-то отшучиваться. Олежку Авилова в президенты! Но оказалась ситуация крайне опасная. На днях арестовали местного оппозиционера и кандидата в президенты Бобби Вайна. И все эти толпы вышли на улицы, требуя его освободить.
На следующий день мы узнали из новостей, что ситуация была даже страшнее, чем казалось. В тот день на улицах Кампалы во время протестов погибли десятки человек. Благодаря мототаксистам нам каким-то чудом удалось выбраться из этого кошмара. Почему у Олега черные слезы? Ну, мы хапанулись. Я хочу спросить, про дальше есть у нас страховка? У нас рафтинг по городу был сейчас. Это горит. Шины чуваки выносят, все. И мы в какой-то момент тормознули, думаем, надо объехать. Один подбегает и типа, не-не-не, мы вас не тронем, едьте, знаешь. И мы, конечно, проезжали, но был период, когда там народ перегородил просто горящими этими, денег хотели забрать денег, требовали, типа, сказали, что сейчас за проезд. Вот это и было главное чудо выпуска об озере Виктория, что все остались живы и здоровы и смогли улететь из страны. Слетели. Ешь. В этом сезоне сложно было всем, но сложнее всего пришлось нашему новичку – Василисе Хвостовой. Как у каждого нового ведущего «Орла и решки», у нее тоже наступил момент знакомства с местной едой. Ой, как вкусно! Все, давай! Мы уже предвкушали, как Вася будет кривиться и плеваться. Но А это преступление, если честно, мне очень нравится. в Эфиопии она попросила добавки сырого говяжьего мяса. Так быстро! Блин, а можно еще кусочек? Реально вкусно, пацаны, правда вкусно. Ее даже не взял жирный и соленый уйгурский чай. Но мне, как всегда, нравится, потому что я обожаю неприятные мерзкие вещи. Я считаю, что ты должна его съесть. Но все-таки мы нашли ключик к Васиному желудку. Это вареный глаз верблюда. Терпи, казак атаман учишь тебя. Глотать нельзя, теперь обратно. Если разную экзотическую гадость Вася перемалывала как бешеная мясорубка, то с дорогущими деликатесами у нее не сложилось. Я ненавижу оливки. Наверное, я просто еще не повзрослела, и до меня не дошел сей очаровательный вкус. Оставлю это моему оператору, Игорь, тебе. Ну что, начинаем нашу экзекуцию. Да что ж я за человек такой? Ну почему все время так? Я хотела просто эстетично поесть, насладиться этим лангустом, а получилось как всегда. Ладно, давайте сделаем вид, что ничего не было. Угу. Так, первая черная икра в моей жизни. О, конечно же, мы берем сразу же гигантскую ложечку. Ничего не поняла. Можно я еще раз, да? Может, это так мало, надо много. Это вот та, да, самая крутая черная икра, о которой мне все рассказывали. Но мне напоминает это вот водоросли в шариках. Кто-то говорит: amazing, вау, восхитительно, боже, это вкус богатой жизни. А мне это похоже на водоросли в шариках. Ну, а можно я хлебом побольше съем? Thank you. Thank you.
А что вы тут делаете? Наши съемки полны приключений и удивительных открытий. Они буквально в 2 метрах от меня. Впечатлений так много, что десятки больших и маленьких чудес так и не попадают в эфир. Но благодаря выпускам неизданного ни одно чудо света не останется без внимания. В этом сезоне мы прилетели в далекую африканскую страну Уганду, чтобы открыть чудесное озеро Виктория. А это точно озеро? Слушайте, оно такое гигантское! На его берегах мы встретили громадных, грозных, белых носорогов. Я отправился в заповедник Циварино, где за $60 мне устроили эксклюзивное свидание с этими великанами. Опа-па-па-па-па-па. Олежа, смотри, как они близко. 2 белых носорога, мама и дитя. Смотришь на это животное и понимаешь, что оно не похоже ни на кого в мире. Огромный, мощный бронированный зверь, которого, кажется, создал какой-то безумный ученый. Я понимаю, что это грозные существа в дикой природе, но это так мило, когда за мамой плетется ее малыш, который в 5 раз меньше ее и боится от нее отстать. Зашкаливают миллиметры. Детеныш у носорогов бывает только один, и это реально долгожданный ребенок. Потому что самка вынашивает малыша 1,5 года. Девчонки, 1,5 года ходить беременными, представляете? Я? Нет. Я уже чувствую себя членом их семьи. Я застал процесс кормления. Он такой масенький, у него вот-вот начнет молочный рог прорезаться. Рог – это главная примета носорога. Горькая ирония в том, что рог должен был защитить носорогов от врагов, а фактически стал главной причиной их почти полного истребления. Браконьеры убивают животных, чтобы спилить их рог и продать на черном рынке за $65 тысяч за килограмм. В Китае рог носорога считают афродизиаком. Во Вьетнаме им пытаются лечить разные недуги – похмелье, инфекционные заболевания и даже рак. А в Йемене из рога делают богатые ножны для традиционных кинжалов – джамби. Из-за таких глупых человеческих прихотей в мире осталось всего 18 тысяч белых носорогов. В этом заповеднике живет 34 из них, и некоторых сюда привезли из других стран. Вот, например, Нанди приехала сюда из Америки. За каждой группой носорогов закреплено 2 телохранителя. Реально, они их так и называют, телохранители. Те, кто их охраняют и смотрят, чтобы мы им не нанесли вреда. То есть тех тут охраняют покруче, чем президента Уганды. Ого, ого. Кажется, нас заметили. Беру слова про ребенка обратно, он хочет нас отмудохать. Как вы уже поняли, на пути к чудесам нас часто ждали разные испытания. Ветер, конечно, нереальной силы. Меня буквально сносит. И знаете, как обидно, когда они тоже не помещаются в эфирную версию программы. Так случилось и рядом с замком Мон-Сен-Мишель на берегу пролива Ла-Манш. Вася решила испробовать популярное местное развлечение и погонять по песку. На яхте. Обратите внимание, как все тепло одеты. И как одета я? По погодке.
Ненавижу «Орел и решка». Ненавижу. Песчаные яхты – это, по сути, такая платформа на 3 колесах с парусом. Песчаной она называется, потому что была придумана для передвижения по песку вдоль морского побережья. Я расслабилась. Трындец. Как же хреначит ветер, а? Нет, ну это издевательство. Я в пиджачке, да, конечно. Все, с ветерком. Тихо, Кирилл, пожалуйста, не надо, я не так, все, сейчас разберусь. Да я don't pull. О, нифига! Ты меня нормально разгоняет! Мы наслаждаемся, улыбаемся и машем. Нет, нет, как тормозить-то? Калакин, боже мой! Развлечение! Это не развлечение, это... Yes, everything is good. Куски грязи. Чтоб не ходить по цивилизованной Европе грязной, как свинья, мне пришлось внепланово идти в прачечную. Стирка с порошком обошлась чуть больше 5 евро. Принцип похож на автомат со всякими напитками. Бросаешь деньги, а автомат выдает тебе нужную порцию порошка. О! Как все здесь работает слаженно. Спасибо, Саня, что шмотками поделился. €11 за билет. Пустякосьон. Еще одно интересное чудо, которое не попало в эфир, мы увидели в Эфиопии. По дороге к диким племенам Антону постоянно попадались странные башни из глины. Ого, какой высоченный. Can we stop? Кто вдруг не знает, это термитник. Дом термитов. Термитов можно принять за муравьев, но на самом деле они дальние родственники тараканов. Вы только представьте, маленькая букашка размером 2,5 миллиметра создает вот такие махины из песка, глины, древесных щепок и, внимание, собственной слюны. То есть где-то за 100 лет колония термитов может наслюнявить 5-метровый дом. Внутри которого целый термитный мегаполис. Это и склад, и родовая комната, и теплица, где они выращивают еду, и дом, в котором они прячутся от дождя и солнца. Мало того, термитники очень прочные и могут даже выдержать землетрясение. Говорят, от жизни надо брать все. Кто я такая, чтобы спорить? Тем более, когда в твоих руках премиальная карта MasterCard, ты хочешь не хочешь, получаешь все. И самое лучшее.
Путешествуя по долине Рейна, Василиса нашла себе самое экстремальное чудо-развлечение во всей Германии. Недалеко от Рейна расположена самая знаменитая в мире гоночная трасса – Нюрбургринг. У всех, у кого есть машина, коленки трясутся от слова «Нюрбургринг». Вот, уже почти 90 лет на ней проводятся самые престижные гонки мира, в том числе и Формула-1. На ней одержал 5 побед 7-кратный чемпион мира гонщик Михаэль Шумахер. Эта трасса очень сложная и обнажает все недостатки машины, поэтому практически все автопроизводители тестируют здесь свои новые модели. Но самое крутое – прокатиться по ней с настоящим профессионалом. Hello! Я знаю, что вы лучший из всех водителей здесь. Звучит отлично. Сегодня мы станем пилотами вот этого зеленого зверя и покорим зеленый ад, трассу Нюрбургринг на Мерседесе AMG GTR. А почему люди называют эту трассу зеленым адом? Так ее называл известный гонщик Джеки Стюарт. Эта трасса проложена через лес, через Айфелевы горы, и она адски сложная. Как суперпрофессионал, скажите, в чем отличие этой трассы от других? Это трасса-легенда. Сегодня мы будем ехать по ее самому опасному отрезку – Нюрбургрингской северной петле. Это самая длинная гоночная трасса в мире – 20 километров 800 метров. На других трассах проще и не так опасно. Здесь все по-другому. Все очень компактно, нет пространства для маневра. Тут сплошные повороты, много спусков и подъемов. За какое время вы проезжаете круг? Один круг в среднем меньше, чем за 8 минут. 21 километр примерно за 8 минут. Это фантастика. Это зависит от погодных условий, но абсолютный рекорд трассы – 6 минут 43 секунды. Так, ну что, на этой веселенькой ноте мы запрыгиваем в нашу тачку. Ребята, я не знаю, надеюсь, я останусь жива. Пожалуйста, присаживайтесь. О, батюшки святые, что я сейчас буду в настоящей тачке сидеть гоночной? Как тут низко! Здесь все прям такое космическое. И кресло, оно какое-то вот не как в обычном авто, получается оно как обтекаемое. Я в такой позе, как будто бы я в аквапарке лечу в трубу своей жизни. О, thank you. Да. Меня так упаковали, как будто я сейчас улечу и либо на Марс, либо на Юпитер. Шевелиться не могу. Вот, видите? Только руками. Господи, какой ужас. Я сейчас описываюсь. Yes, everything is good. Ready, steady, go! Господи, серьезно? Обалдеть! Боже, мы летим со скоростью света! Прям по-настоящему, как будто участвую в Формуле-1. О май гад! Thank you, Андрес. Теперь я знаю, что такое ад. Земля. Спасибо, Господи! Я жива! I'm alive!
Автобус долго ждать. Нашел выход. Ай, а пахнет-то весной. Несмотря на пандемию, нам удалось пробраться в Хорватию, чтобы снять Плитвицкие озера. Антону выпало путешествовать со $100. Ну, здравствуй, Загреб. Здравствуй и прощай. Он полдня гулял по столице Хорватии Загребу и нашел там чудо-музей. Музей разорванных отношений. Все эти вещи связаны с какой-то историей разрыва. Возле каждого экспоната описана его история. Ой, девочки, сначала я влюбилась в него, а потом очень сильно разозлилась. Теперь после расставания я даже не знаю, что делать с вибрирующей моделью его. Я снова поверил в любовь. Галочка, ты сейчас разрыдаешься. В общем, жил-был парень, фанат Годзиллы. Девушка подарила ему на одной из дат их отношений, а потом они очень бурно разошлись. Но парень оставил Годзиллу у себя и вешал по вещи от каждой следующей девушки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Красава, братан. Их отношения длились 300 дней. Слишком долго. Он отдал ей свой мобильник, чтобы она больше не смогла ему позвонить. Тут какая-то мерзость. Он был моей первой большой любовью и однажды попал в катастрофу на своем мотобайке. Ничего страшного не произошло, но он поранился. И я сохранила... Ой, это кожица от ранки. Я хранила ее 27 лет, чтобы, если вдруг он меня бросит, клонировать его. О, но... Когда я сбежал от нее, я прихватил вместе с собой и ее тостер. Как ты теперь будешь поджаривать свою еду? Тостер мести, кофемолка безжалостности, стил. Сначала кажется, что этот музей создан для того, чтобы посмеяться или поудивляться. Такая забавная кунсткамера. Но помимо смешных вещей, есть тут и романтичные, и даже драматичные. У нас со свекровью были прекрасные отношения. Однажды она позвала меня на разговор и сказала, что у нее болезнь Альцгеймера. И, возможно, это последний разговор в ясном сознании. И протянула мне вот этот платочек, чтобы я вытерла им свои слезы. Трогательно. А вот некоторые истории здесь даже читать интересно. В конце ты понимаешь, что это история любви к самой себе. У девушки нашли рак груди, ей пришлось удалить молочные железы. И вот эти бюстгальтеры как напоминание о себе, которую ты видишь красивой в зеркале и которую так когда-то любила. А вот здесь прям драма. Он был моим инструктором, когда я решилась на свой первый парашютный прыжок. Мы прыгали в тандеме, потом влюбились друг в друга, и он учил меня прыгать. Мы очень любили небо и друг друга. А потом он погиб во время одного из очередных прыжков с парашютом. Это действительно уникальный музей. И в первую очередь не своими вещами, а историями с ними связанными. И мне бы хотелось на память о прошлых отношениях тоже оставить свою вещь, свой экспонат. А эта девушка, с которой мы провели прекрасно год, и среди всех наших чудес света, она самое большое чудо. И в последнем выпуске первого сезона «Чудес» она подарила каждому члену команды вот такой браслет. И очень символично и грустно, что он тоже уже разорванный. Оставлю это тут. Долгое вступление. В общем, вывод мой такой. Приходи сюда с семьей. Пригоняй сюда зимой. Просто будь самим собой. А теперь приготовиться всем меломанам. Настало время традиционного хит-парада фирменных треков «Орла и решки». Часа! Тянет на официальный трек сезона.
Чтобы вы снова нас не заваливали вопросами, что это за музыка, Шазам ее не находит, мы собрали для вас топ самых желанных треков. На 5-м месте оказалась композиция Grand Arrival, такая же сильная, мощная и величественная, как пролив Босфор. Босфор! Класс! Четвертое место занял Гранд Базар. Именно он стал главным саундтреком Каппадокии. Ну, здравствуй, Каппадокия! На 3-м месте оказался не просто трек, а настоящая симфония. Она объединила в себе волшебство главного чуда Баварии — замка Золушки и грозную величественность средневековых замков в долине Рейна. Справа замок, слева замок, только успевай смотреть по сторонам. Настоящее чудо света. Серебро получил морской трек «Chasing Stars». Он такой же нежный, как пески Доминиканы, такой же теплый, как ее лазурная вода, и такой же романтичный, как розовый доминиканский рассвет. На вершину нашего чудо-чарта взлетел трек самого главного чуда Африки. Трек, в котором вся дикая африканская душа и вся необузданная мощь водопада Виктория. Вот это чудо света! Омлет за 40 евро.
Да хоть 40 по 40. Шикуем. Своей премиальной картой MasterCard довольна как слон. Всегда и везде получаю то, что душа желает. Оплата с ней всегда быстрые, безопасные и удобные. А еще и консьерж-сервис на связи 24/7. Есть возможность, надо пользоваться. Слушайте, как раньше богачи жили без этого? Вот это сервис! Давно меня, конечно, на руках не носили. Во время съемок нам иногда казалось, что Вася перепутала «Орел и решку» с шоу о свиданиях и знакомствах. you're with your girlfriend? Oh. Что ж ты мне не сказал, что ты тебе girlfriend? Привет! Где бы Вася ни находилась, она везде искала своего принца. So beautiful body. Какой горячий бурритос. Тук-тук-тук-тук. Окей, excellent. Он, конечно, староват немного для меня, но ладно, сойдет. Вики, такое красивое имя. О, боже. У нас уже флирт, вы видели, да? Так. Есть, s'il vous plaît. Это был самый нежный, самый красивый, самый романтичный закат в моей жизни. Ого, как ты меня лапаешь. Thank you very much. You're very welcome. Девочки, рекомендую. Оля! Чтобы принцы не разбегались, Вася использовала свои 5 правил очарования. Девочки, кому интересно, запишите. Чмоки-чмоки. Меня зовут Василиса. Тебя? Правило первое. Делай комплименты. Во-первых, у тебя прекрасные глаза. Я не могу. Таю. Правило второе. Не бойся проявлять свои чувства. Правило третье. Будь заботливой. И позволяй заботиться о себе. Don't stop, please. Четвертое правило. Позволь ему быть умнее тебя. Ого! Как близко, как близко! Подожди. И, наконец, правило пятое. Будь настойчивой. Maybe you wanna a Russian wife? Russian? I don't know. Y'all are a little adventurous for me. One time, though. But thank you, all right? I will text you. You don't have my number. Yes. I'll take care, okay? Yeah, thank you. Bye-bye. И знаете что? Вася таки добилась своего. Ей сделали предложение. I am singer. Вот я уже и замуж вышла. Но нашелся тот, кто остался в ее сердце навсегда. Что, так приятно потрогать мужчину за его большой палец. Скоро домой уже. Какой скоро? Ты прикалываешься? Когда? В следующем году, блин. Да если бы он был настоящий. Может, если его поцелуй будет как в сказке, и он оживет? А, не то место-то. Вот это надо целовать-то. Перекомнем. Words don't erase your touch. Ты на меня невлюбленными глазами смотришь. Как это? Самая трогательная часть съемок – это встреча ведущих в конце уикенда. Приперся. Или, как мы ее просто называем, финалка. Что здесь такое? Плохо, 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 очень плохо. Сначала пошло. Плохо, да, я что-то упала. Я тебе... Да. Да. Это на турецком. Чудо! Я забыл язык. Давай еще раз. Сильнее. Вот так вот. Запиши. Извините. Ты представляешь, а у них тут нет ни... Все, давайте еще раз заново. Все очень плохо, я вижу. Все. Погнали же к
К черту! Новые африканские... Речь учить пару снова заново. А зачем ты меня за грудь трогаешь? Увидимся на следующем чудо-свете. Плитвицкие озера называются. Пошли. Плитвицкие и чудо света, но мы научим тебя, хорошо? В этом сезоне на финалке постоянно происходили какие-то нелепые ситуации. Ты почему всегда, где ты, везде полиция? Я не знаю, в чем проблема. Разберись в себе. Все, это за тобой. Окей. Excuse me. Ну что ты разоралась? Что ты разоралась? На Плитвицких озерах была? Мужчина! Мы снимаем, извините, пожалуйста. Можно вас попросить, а то вы в кадре. Мы же снимаем передачу. Рация ненадежна, рация сломается. А Васька нет. Нет. Я таскал его. Нет, Ваня! Ой! А спорим на безлимитную карту, что не прыгнешь в пруд? Бублик, конечно же, я прыгну. Давай. Ну, а теперь поплыли к следующему чуду света. Пока, Васечка! Ой, замечательно мне тебе. А все спрашивают, почему они у меня каждые полгода меняются. Вот тебе и ответ. She is crazy, guys. Еще. Но больше всего мы любим, когда у кого-то из команды день рождения. Бросит мертвой кошкой. Опа! Антоха! Блин, чувак, с днем рождения! Ой, извините, я... Ты звукооператор. Извините, Я теперь не только старый, но и напуганный, давай. Тебе, походу, 1 годик. Подожди, дай разгореться. Загадай желание только. Слишком просто будет. Ты загадал желание. Загасай свечи. Спасибо! Спасибо! Днем рождения! А ну, поставляли. Да ладно, не надо, кушай, угощайся. Ребята! Подарок для ведущего. По иронии судьбы. Это очень нужный подарок. Спасибо вам огромное. Пакет, чувак. Это же пакет. Дел, ну выбирали же, а тебе? Он и желтый. Желтенький. Офигенно, ребята, спасибо большое. Я как человек, который из 70 выпусков 60 ходил с рюкзаком. Мне это очень, блин, офигенно. Спасибо, дайте я. Да. Вот вас туда. Вас туда. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Это не для камер. Ай. Спасибо. Клево. Ну все? Пойдемте целоваться. Да, пойдем. Спасибо. Торт неси. Как бы нам ни было трудно, какими бы нереальными путешествия ни казались, в этом году мы поняли, что для нас нет ничего невозможного. Полетели! Несмотря на все карантины, запреты и закрытые границы, мы не можем остановиться. Несмотря ни на что, мы все равно будем показывать вам все новые и новые чудеса. Обалдеть!